Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, устраивайтесь поудобнее. Не забывайте ставить лайки, нажимать кнопку «Поделиться» и не забывайте подписаться на наш канал. Тема сегодняшнего видео – как колесо баланса укрепляет отношения. И мы сейчас приступаем к нашей важной сфере – сфера семья и отношения. Как здесь можно укреплять эти отношения, как их можно развивать и как вместе с отношениями реализовывать свои планы, которые есть в колесе жизненного баланса. Сфера семьи и отношения является очень важной для многих людей, потому что в семье и отношениях вы ищете внутреннюю опору, и в колесе жизненного баланса Long Swim сфера семьи и отношения, она находится по диагонали со сферой деньги, и оно объединено одной идеей – сохранить и приумножить. Тем, кто работает уже над сферой отношений и никак не может привести их в состояние семьи, я рекомендую посмотреть видео, которое связано с диагностикой колеса жизненного баланса для своего любимого человека. Диагностика колеса жизненного баланса любимого человека как минимум один раз в квартал позволяет вам понять, что хочет ваш любимый человек. Вы в этом отношении можете помочь в реализации планов вашего любимого человека, и это все в целом укрепляет ваши отношения. Итак, как колесо баланса укрепляет отношения? Мы рассмотрим это сквозь призму 8 сфер колеса жизненного баланса Long Swim. Все 8 сфер, они разделены на две части. Те сферы, которые преобладают действия, это сфера карьеры и бизнес, сфера деньги, сфера личностный рост и сфера здоровья и спорт. В этих сферах преобладают действия, то есть это очень хороший повод для состояния 4-8. То есть, чем больше вы здесь делаете, тем больше у вас успеха и прогресса в этих сферах. Очень важные сферы 4, они являются важными для женщины. Это сфера яркость жизни, сфера духовный рост и творчество, сфера семья и отношения и сфера друзья и окружение. Это все переполнено нашими эмоциями. Это не значит, что эмоции не превращаются в деньги. Это значит, что эмоциональная составляющая является важной в жизни женщины. И тот комфорт, который дает вам ваше окружение в виде друзей, родственников, детей, тот комфорт, который дает соблюдение жизненных ценностей, соблюдение личных границ, они для женщин являются важными, и это очень сильно влияет на производительность женщины в карьере и для того, чтобы она полностью раскрывалась в семейной жизни. Факторы, которые мешают развитию отношений, это когда у вас сдвинут баланс между сферами жизни, когда у вас эмоций больше, чем действий, или наоборот, бывают такие ситуации, когда действий много, эмоциональной составляющей мало. Это все очень сильно влияет на отношения, когда люди не чувствуют эмоционального отклика и считают, что эмоционального отклика им нужно как можно больше. Для того, чтобы решить эту задачу, еще раз давайте вернемся к теме состояний. Состояние в колесе жизненного баланса Long Swim всего 3. Самое важное состояние, к которому мы стремимся, и, собственно говоря, это тема для многих научно-исследовательских работ. Это состояние 8-10, состояние высокого эмоционального подъема, когда мы находим легко решение для любой задачи. Мы в этом состоянии фактически не совершаем ошибок. Это состояние является объединяющим для того, чтобы люди объединились вокруг цели, которые декларируют люди в состоянии 8-10. Если мы говорим о состоянии 4-8, это состояние стабильное. Состояние 4-8, несмотря на то, что нам что-то не нравится, мы продолжаем это делать, но отличие состояния 4-8 от состояния 8-10 – это когда мы можем заявить о своей истории успеха, или в состоянии 4-8 мы понимаем, что мы все делаем хорошо, но грандиозности отношений и целей нету, мы не заявляем о своем успехе, мы не заявляем о своих достижениях. Состояние 0,4 – это самое эмоциональное состояние. Большинство людей, более 30-40%, если мы говорим о распространенности этого состояния, находятся в состоянии 0,4. Это состояние глубокого взаимопонимания друг с другом. Это когда мы не можем принять решение, несмотря на то, что эмоционально мы понимаем, что к этому решению нужно подойти. В колесе жизненного баланса в предыдущих видео уже очень много рассказано о состояниях 0,4. Пожалуйста, смотрите наши плейлисты. Кому удобно по длительности, у нас есть плейлисты длительностью до 20 минут, у нас есть плейлисты длительностью более 1 часа. В зависимости от того, сколько у вас есть времени, пожалуйста, изучайте через призму колеса жизненного баланса себя, свои прошлые отношения, выстраивайте с помощью колеса жизненного баланса цели и вокруг этих целей объединяйте единомышленников. Итак, возвращаемся к нашей теме
как колесо баланса укрепляет отношения, какие инструменты мы можем здесь вам рекомендовать. Посмотрите, пожалуйста, видео про икигай, про то, как инструменты икигай позволяют вам сосредоточиться вокруг нескольких моментов. Я люблю это делать, я умею это делать, и мне за это платят. Вот эти вот 3 компонента позволяют вам понимать, что некоторые вещи нуждаются в монетизации. То есть монетизация – это не обязательно то, что вам за это платят, это монетизация, какая есть от этого польза. И если вы понимаете, что вам это нравится, вы это умеете, у вас наступает состояние гармонии. А если вы от этого получаете еще какую-то пользу или монетизацию, то это уже очень гармоничное дело, которое укрепляет ваши отношения. Итак, если вы собираетесь с помощью колеса жизненного баланса укреплять отношения, вам нужно еще раз помнить про состояние. Про состояние я уже рассказал. Если один из ваших участников отношений, любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина, находится в состоянии 0,4, вам для того, чтобы укреплять отношения, нужно быть в состоянии выше, то есть состояние 4,8. В состоянии 4,8 вы предлагаете какие-то действия, которые, по вашему мнению, укрепляют отношения. Вы озвучиваете, какие действия вы ожидаете, чтобы ваш партнер сделал. Если вы понимаете, что вам очень сложно формулировать свои цели, просто спросите своего любимого человека, любимую женщину, что он ожидает, чтобы вы сделали для того, чтобы он увидел или она увидела, что ваши отношения укрепляются, вы делаете шаг навстречу укреплению это отношений. Вы можете сформулировать для себя перечень правил, по которым ваш любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина увидит, что вы в эти отношения что-то вкладываете, что-то из своих действий, что-то из своих эмоций. И для того, чтобы эта работа была синхронной, не забывайте ежемесячно диагностировать колесо жизненного баланса свое и любимого человека. Это дает вам понимание, что кроме действий в сфере семьи и отношения, как меняются ваши другие сферы, потому что если вы сосредоточитесь только на сфере семьи и отношения, в других сферах вы просто упустите те возможности, которые там бывают. Если вы сконцентрировались на сфере семья и отношения, об укреплении этих отношений, о построении заметных планов, вам обязательно в других сферах откроются возможности. Поэтому, когда вы диагностируете колесо жизненного баланса, вы видите эти возможности, принимаете решение, что вы этими возможностями можете воспользоваться, и таким образом у вас сокращается время для реализации ваших планов, реализуются самые амбициозные планы. Вот просто колесо жизненного баланса говорит о том, что всегда в нашей жизни появляются наши возможности, деньги всегда приходят на цель, если цели нет, деньги приходят на жизнь. Поэтому те, кто хочет укрепить отношения через анализ колеса жизненного баланса, понимаете, что есть возможность, обсуждайте с любимым человеком эту возможность, спрашивайте у него советы, если любимый человек вас поддерживает, это очень знак свыше, пользуйтесь этой возможностью. Даже если у вас ничего не получится, вы попробуйте, приобретете тот опыт, и при второй, третьей попытке ваша возможность будет реализована. Еще раз хотел заостриться на 2 смежных областях, которые есть рядом со сферой семья и отношения. Это яркость жизни. Не забывайте о том, что вам нужно постоянно держать в фокусе источники пополнения своей энергии. Это могут быть территории, места, где вы эту энергию восполняете. И самое главное, то состояние дзен, которое вы можете достичь в сфере яркой жизни, это состояние, когда, где бы вы ни находились, всегда вы находитесь в состоянии 8-10. Люди чувствуют большую энергетику, и это состояние, когда вы присутствовали, невозможно забыть, потому что это большая энергетика, это большое открытие возможностей для тех, кто этим воспользовался, и это очень большое влияние на вашу сферу друзья и окружение. Сфера друзья и окружения, она очень сильно влияет на сферу семьи и отношений. В предыдущих видео можете посмотреть в плейлисте «Колесо жизненного баланса для любимого человека». И люди в состоянии семья и отношения, если находятся в состоянии 0,4, они очень сильно зависят от жизненных ценностей вашего окружения. Взаимодействие сферы семья, отношения и друзья окружения происходит по принципам, которые сформулируют в сфере духовной роста и творчества. То есть взаимодействие с этой сферой друзья окружения происходит по тем жизненным принципам, которые вы можете озвучить своему окружению. Если вы не можете озвучить свои жизненные принципы своему окружению, вам приходится принимать жизненные принципы, проекты, которые предлагает ваше окружение, в силу того, что этого давления очень много, этого воздействия очень много. Проекты эти заманчивые, всегда есть желание поучаствовать в них.
Я еще раз напоминаю, что если вы хотите поучаствовать в сфере друзей окружения в проектах, для этого, пожалуйста, выделяйте время для этих проектов в третьем или четвертом квартале этого года. Тогда у вас есть уверенность, что вы уже все свои проекты первого полугодия закончили, у вас есть перечень своих реализованных проектов. И если вы немного поучаствуете в проектах друзей и окружения, ничего страшного не произойдет. Это вот нормальное время для взаимодействия, четвертый квартал этого года. Возвращаемся к теме нашего видео, как колесо баланса укрепляет отношения. Первое. Ваше состояние очень сильно влияет на то, с какой вероятностью вы будете укреплять эти отношения. В состоянии 4-8 и в состоянии 8-10 вероятность сделать что-то для укрепления отношений значительно больше. В состоянии 8-10 чувством юмора вы можете решить любую задачу, при этом в этом состоянии достаточно быть одному из любимых людей, любимой женщины или любимой мужчины. Даже если это состояние находится в один день, состояние 8-10, поднимайте свои ежедневники, смотрите на перечень противоречий и вопросов, которые вы хотите решить, и вообще дневниковые техники, они с точки зрения построения семейных отношений являются очень главными. Дневник дает нам возможность все свои разногласия видеть в виде перечня. Там есть перечень действий, которые вы ожидаете от партнера, либо там есть перечень ситуаций, которые вас очень расстраивают в семейных отношениях. В состоянии 8-10 вы список из 100 вопросов пройдете очень легко и быстро, и вам одного дня будет достаточно. Если вы находитесь в состоянии 4-8, дробите этот список на подпункты от 1 до 10. В течение одного дня решайте эти 10 вопросов, которые инициирует ваш любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина. Этих 10 действий будет вам вполне достаточно для того, чтобы вы понимали, что все вопросы являются решаемыми, но вам придется пройти этот долгий путь. Если у вас есть перечень из 100 разногласий в вашей семейной жизни, вам понадобится 10 дней или 3-4 месяца для проработки ваших семейных противоречий. Не забывайте про сферу личностный рост. В сфере личностный рост вы можете пойти вместе и изучить, что такое семейная жизнь, что такое отцовство, что такое осознанное материнство. Вы узнаете много хорошей теоретической информации, что-то из этого вы можете применить к своей семейной жизни, так вы задействуете сферу личностный рост. Но самое большое, что дает вам проработку ваших семейных отношений, это сфера яркой жизни, совместный отдых, совместное нахождение в одинаковых эмоциях, дает вам понимание, что есть ценность в том, что любимый человек находится рядом, вы вместе ищете пути возобновления своих потраченных сил, вы вместе ставите грандиозные планы, вместе пробуете и поддерживаете друг друга в совместных ожиданиях. Так колесо жизненного баланса помогает укреплять ваши отношения. Тем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Пишите свою историю успеха в наших комментариях. Не забывайте ставить лайки, не забывайте нажимать кнопку «Поделиться», не забывайте подписываться на наш канал. Всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится. Я в вас верю.